У нас в ходу бытует выражение «жить по-спартански». Но задумывались ли вы когда-то, как же жили те самые спартанцы? Ведь за этим выражением стоит культура целого государства, образ жизни которого полностью оправдывает смысл этого выражения. Жили спартанцы в крайней степени аскетично. Быть может, монахи переняли эту идею именно у них? Неженатые спартанцы спали в общих домах, лежа плотно друг к другу, подобно рабам. Их кровати были сделаны из жесткого тростника, каждый делал их собственными руками под себя. Семейным везло немного больше, их дома были ровно такой площади, чтобы там могли уместиться кровать и небольшое количество личных вещей. Как правило, большую часть из них составляло вооружение. Кстати, спартиаты имели очень строгие обычаи насчет брака. Жениться следовало буквально сразу же, достигнув совершеннолетия. Спартанцы холостяков презирали настолько сильно, что могли запросто подвергнуть публичному унижению и избиению. К изменам они относились еще хуже. В их домах не было обеденных столов, просто потому что не было привычных нам домашних обедов, а только общее застолье. Их еда была примитивна и безвкусна. По всей Древней Греции даже ходила шутка, мол, питаясь как они, я бы тоже не боялся смерти. Известная спартанская черная похлебка вряд ли бы пришлась по вкусу адекватному человеку. Питались они не только невкусно, но и в небольших объемах. Количество пищи было строго необходимое для выживания, не более. Они почти не ели деликатесы, даже сыр, мясо или рыба были редкостью на их столах. Вероятно, такой быт и скудное питание спартанцев должны было подготовить их к военным походам. Снабжение крупной армии всегда было проблемой, и чем лучше воин знаком со всевозможными лишениями, тем ему будет проще вынести тяготы войны. Схожая ситуация была с одеждой. Ходили они круглый год в одной и той же простой одежде, слабо защищающей от холодов. Про какие-либо украшения вообще не могло идти и речи. Один из античных историков описывал казнь молодого спартиата, украсившего свою одежду лентой из простой ткани. Они редко мылись и не пользовались благовониями, считая, что те ослабляют дух. Они даже не использовали факелы в гражданских целях. Столь сильные и грозные воины приравнивали наличие факела к боязни темноты, что было для них непростительно. Согласно обычаям, каждый спартанец должен был заниматься только военной деятельностью, всем остальным у них занимались исключительно рабы. Для мужчины считалось позорным тратить себя на любое дело, которое не связано с войной. Они не вели никакой культурной или философской деятельности. Их общее образование было очень примитивным, а военная служба начиналась уже в 7 лет. Сказать, что в Спарте воинственными были только мужчины, значит сказать неправду. Несмотря на то, что женщины не участвовали в военных походах, многие из них тоже обучались военному ремеслу. С военной активностью Спарты это даже было разумным ходом. Уходящие на войну мужчины имели высокие шансы не дожить до пенсии, а значит, защищать дом и родную землю могло прийтись женщинам. Единственными уважаемыми видами досуга у спартанцев были музыка и пение. Спартиаты считали только эти занятия могут закалять дух воина, наравне с тем, как военное ремесло закаляет тело. Их музыкальные инструменты были примитивны, как и их однообразные мелодии. Песни при этом разделялись на два типа. Одни должны были воздавать хвалу доблести и подвигам воинов Спарты. Другие служили в качестве психологического наказания для провинившихся. Те должны были ходить кругами вокруг городского храма или другого людного места и петь песни, обличающие их проступок, таким образом ругая самих себя. Спартанцы не употребляли алкоголь. Пьянство считалось у них одной из самых больших слабостей человека. Вовсе не употребляя вино, тем не менее они производили его в количествах не меньших, чем другие полисы. Спартанцы использовали вино для обмена с другими городами. Делалось это только в случае строгой необходимости и вовсе не для наживы богатства. Торговля у спартиатов была запрещена, каждый должен был снабжать себя сам. Большая часть вина уходила на спаивание рабов. Это имело двойной эффект против восстаний, одновременно поднимая настроение раба и ослабляя его физически. Спарта была одним из сильнейших государств Древней Греции. Остальные греки поражались доблести спартанцев и социальным устройством города. Да, соседи восхищались Спартой, но перенимать обычаи его жителей не спешили. Даже в те жестокие времена повседневная жизнь и обычаи спартанцев воспринимались суровыми и чрезмерно жестокими. Реформы Ликурга. В начале своего существования Спарта, расположенная в области Лакония, развивался как типичный древнегреческий полис. С VI века до нашей эры археологи отмечают резкое обеднение культурного слоя.
Именно в это время Спарта ввела реформы, предложенные законодателем Ликургом, чье имя переводится как «волк». Благодаря этим преобразованиям город смог победить соседнюю Мессинию и присоединить ее плодородные земли к своему государству. Ликург — древний спартанский законодатель. С этого времени начинается восхождение Спарты к величию. Город становится главной военной силой региона. Мощь Спарты была обусловлена ее внутренним устройством. Перед тем, как вести свои реформы, Ликург побывал на Крите, в Египте, на Ближнем Востоке и решил, что сила государства в однообразии народа и его готовности жертвовать собой ради благополучия Родины. Город напоминал военный лагерь, где в окружении многочисленного покоренного населения жили малочисленные свободные граждане-спартанцы. Периеками называли свободных ремесленников, лишенных гражданских прав, а илотами — крестьян-полурабов. Спартанцам запретили путешествовать. За границу они могли попасть только во время военного похода. В город не пускали и иностранцев, которые могли принести новшества, представляющие угрозу для традиций. Под запрет попала драматургия, науки, искусство. Исключение делалось только для песен, которые ограничивались военными маршами. Спартанцы отказались от роскоши и богатства, которые Ликург считал главной причиной падения любого государства. Вместо привычных монет ввели громоздкие и неудобные в использовании бруски из железа. Чтобы металл был хрупким, его закаляли в уксусе. Запрещалось делать надписи на надгробных плитах. Только царям и совершившим геройский поступок воинам разрешалось написать на камне имя. Гражданам города запрещалось употреблять алкоголь. Спартанцы специально напаивали рабов и показывали их молодым. Юноши видели, как низко падает пьяный человек, и с брезгливостью относились к вину. Казарма вместо семьи. В 7 лет спартанских мальчиков забирали от родителей и отправляли в военные лагеря. Там они готовились стать воинами. До 12 лет им не выдавали одежды, спали молодые на настиле из лозы, которую должны были сами наломать голыми руками. Мальчиков почти не кормили, а еду они добывали воровством, которое поощрялось. Воспитатели считали, что так у молодых развивается хитрость и храбрость. Однако, если их ловили за воровством, то жестоко наказывали. Молодых учили сражаться мечом, метать копья, быстро бегать и обходиться в походе малым. В процессе обучения спартанцы превращались в универсальных солдат, равных которым в Греции не было. Чтобы мальчики привыкли к крови, им разрешались так званые криптии. Группы подростков ночью врывались в селения рабов и лотов и грабили их. В такие набеги они убивали самых сильных мужчин. В 17 лет юношей ждало последнее испытание. В храме Артемиды их били по спине мокрыми розгами. Во время побоев юноша должен был не издать ни звука. Иначе самого новобранца и его семью ждал позор. Свободные спартанки. Девушки также проходили обучение, в том числе военное, и были под стать парням. В те времена спартанские женщины считались самыми свободными в Греции. Когда один из афинян сказал спартанской царице Горго, что «одни вы, спартанки, делаете, что хотите со своими мужьями», женщина ответила «да, но ведь одни мы и рожаем мужей». Аристотель говорил, что в отличие от мужчин, спартанки живут свободнее остальных гречанок. Он писал, что они дерзки в повседневной жизни, сильны физически и управляют своими мужьями. Главной задачей спартанки было рождение здорового ребенка, из которого вырастет сильный боец. Именно поэтому девушки занимались спортом. Выступая в спортивных соревнованиях, что в те времена для девушек было недопустимо, они практически не носили одежды. Лаконичность и черная похлебка. С детства воинов учили говорить коротко и по делу. Историк Ксенофонт писал, что можно быстрее дождаться слова от мраморной статуи, чем от юного спартанца. Манера коротко и ясно изъясняться стала называться в Греции лаконичностью, так как Спарта находилась в области Лакония. Спартанские воины. Современная реконструкция. Показательный пример лаконичности связан с македонским царем Филиппом II. В письме, адресованном Спарте, он написал: «Советую вам сдаться немедленно, потому что, если моя армия войдет в ваши земли, я уничтожу ваши сады, порабощу людей и разрушу город». Спартанцы ответили коротко «если». Основной едой жителей Лаконии была легендарная кровяная черная похлебка, точный рецепт которой сегодня утерян. Известно, что ее ингредиентами были свиные ноги, кровь, чечевица, соль и уксус. Когда персидский царь приказал пленному спартанцу сварить ему такой суп, то сказал: «Теперь я понимаю, почему спартанцы так храбро идут на смерть,
Им милее гибель, чем такая еда. Плутарх писал, что черная похлебка — еда стариков. Ветераны, понимая, что для службы нужны силы, отказывались от своего мяса и отдавали его молодым воинам. Современные развалы когда-то Великой Спарты. Однако ничто не вечно. Время съедает все, и остановить его суровым воспитанием, отказом от денег и самопожертвования не получится. Постепенно звезда Спарты закатывалась. Ее граждане гибли в многочисленных войнах, воинов не хватало даже для обороны. Верхушка общества стала нарушать заветы Ликурга и накапливала богатство. Соседи с развитой экономикой теснили спартанцев по всем фронтам, а сил отбиться не было. В 146 году до нашей эры город попал в зависимость от Рима, который в память о былом величии сохранил ему внутреннее самоуправление.